Российский пьедестал на чемпионате мира реален. Такого в истории нашей страны еще не было. Для этого Елизавете Туктамышевой нужно возвращаться в тройку впервые с 2015 года, многое будет зависеть от ее оценки за компоненты. Чемпионат мира в Стокгольме начнется 24 марта с самого интересного, в 12 часов по московскому времени короткие программы покажут фигуристки. Пока же спортсмены сборной России в эти дни заезжают на базу в Новогорск, там традиционно проходят сборы перед крупными стартами или началом сезона. А уже оттуда все отправятся в Швецию. Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева владеют элементами ультра-си, так что даже с точки зрения технической оснащенности оправдано, что именно они едут на чемпионат мира. Они и Саша точно претендуют как минимум на пьедестал, а как максимум обе будут бороться за золото. Лиза уже выигрывала в 2015-м, но тогда фигуристка ехала первым номером, а сейчас – только третьим. Но если кого-то и можно считать темной лошадкой на этом турнире, так это ее. Россияне не так часто в сравнении с другими странами становились призерами чемпионатов мира среди фигуристок, но зато несколько раз в тройке было сразу две фигуристки из нашей страны. А вот всего пьедестала пока что не было. Такое могло впервые произойти в прошлом году, когда Трусова, Щербакова и Алена Косторная были в лидерах весь сезон. Но и в этом году теоретически может быть та же ситуация. Кажется, не стоит сильно пояснять, почему Саша и Аня находятся среди фаворитов чемпионата мира. Международных соревнований, конечно, толком и не было, но в России турниров было достаточно. И если считать только тех, кто проходит по возрасту на взрослые старты, Щербакова и Трусова выступали лучше всех. Есть только два неприятных момента: у Ани была пневмония, и было достаточно тревожно наблюдать за ней на чемпионате России и Кубке Первого канала. А у Саши травма ноги, которую она усугубила на этапе Гран-при в Москве. Пришлось отказаться от тройного акселя. Прыжок и так особо не получался на соревнованиях, а тут вообще исчезли даже попытки исполнения прыжка. Вместе, кстати, с четверным тулупом и Сальховым. Правда, тулуп вернулся уже к Кубку Первого канала, а аксель прорезался на разминке юбилея Алексея Мишина, где Саша катала короткую программу. Это хороший знак в плане здоровья, но только знак. До конца мы не знаем, как обстоят дела со здоровьем фигуристки. Но без поправок на физическое состояние можно с уверенностью говорить, что Трусова и Щербакова за медаль поборются. К фаворитам можно причислить и японку Рику Кихиру. В этом сезоне она успешно сделала четверной Сальхов и триксель в произвольной программе. У нее в принципе хорошие прыжки и вращения, и по компонентам фигуристка не уступает тем же Саше и Ане. Только ей ставят меньше, это факт. Даже на чемпионате мира в Японии 2 года назад Рика осталась четвертой. Без ошибок тогда не обошлось, но домашний фактор мог сыграть свою роль. Возвращение Туктамышевой на подиум реально. Дальше, интереснее. Японки Сатока Миохара и Каори Сакамото, и американки Брэди Теннил, могут быть выше Лизы Туктамышевой. Ни у одной из них нет элементов ультра-си, но они легко будут выше россиянки. Судьи оценивают их выше и дают большие компоненты и надбавки за элементы. И здесь есть один важный момент: вторая оценка Туктамышевой на внутренних стартах в этом году выросла. Реальное положение дел и баллы, конечно, не всегда отражают друг друга. Лиза никогда не была суперкомпонентной. В межсезонье она хорошенько поработала над вращениями, улучшила растяжку и вернула Бильман. Катить она тоже стала лучше, как и поставила достаточно интересные программы, вопрос только в том, оценят ли это международные судьи. Потому что от этого зависит очень многое. Прокаты, близкие к идеальному, у Туктамышевой были на командном чемпионате мира 2019. Контент, правда, был слабее, акселей было всего 2 вместо 3, в короткой не было каскада Лутс плюс тулуп и флипа. Для произвольной Лиза активно тренирует двойной аксель плюс ойлер плюс тройной Сальхов. Возможно, это будет анонсированным профессором усложнением контента. Тогда прыжковый набор Лизы будет вполне сбалансированным.
Осталось только выполнить все это, и тогда фигуристка должна обходить соперниц без ультра-си даже при неравноценных оценках за компоненты. Обойти Рику будет сложнее, японцы очень хотели бы медаль для своего лидера. Единственное, что может остановить Кихиру, это ее нестабильность. Здесь можно вспомнить опять-таки ее позапрошлый сезон, когда она выиграла финал Гран-при, а на чемпионате мира не попала в тройку. А после этого еще и развалила программу на командном чемпионате мира, проиграв в том числе и Туктамышевой. Сама Лиза же в этом году выиграла российский этап Гран-при, на котором, конечно, не было самых сильных иностранных спортсменов, но были Алена Косторная и Саша Трусова, которых фигуристка обыграла. Это был международный старт, хоть и неполноценный, но Лизе в плане авторитета и компонентов он может сыграть на руку. И тогда гипотетическая российская тройка может стать реальной. Но для этого должно сойтись как минимум два фактора: блестящие прокаты всех наших спортсменок и выступления похуже у конкуренток. Желать неудач никому не хочется, и мы не будем это делать. А вот надеяться на 3 медали все-таки можно. Но осторожно. Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что он будет в одиночку сопровождать свою ученицу Александру Трусову на чемпионат мира в Стокгольме. На чемпионате мира Сашу Трусову буду сопровождать я один. С Владимиром Литвинцевым поедет Сергей Розанов, сказал Плющенко. Напомним, изначально согласно ограничениям из-за вируса каждого спортсмена мог сопровождать один тренер. Однако затем стало известно, что у бортика во время разминки могут находиться по 2 тренера, а во время соревнований к ним может присоединиться еще один специалист. Глава самбо-70 Ренат Лайшев. В Стокгольм на чемпионат мира Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгаус отправятся вместе. Это означает, что им удалось найти выход в условиях ограничений ИСУ. По правилам на чемпионат мира допускается лишь один тренер для одного спортсмена. В Стокгольме выступают 2 спортсмена из Хрустального, россиянка Анна Щербакова и грузин Морис Критилашвили. Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что своих учеников на чемпионате мира в Стокгольме будет сопровождать он и Татьяна Прокофьева. На чемпионат мира вместе с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Калидой и Евгением Семененко поеду я и Татьяна Прокофьева. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, Швеция стартует 22 марта. Соревнования начнутся со среды, 24 марта. Первыми свои короткие программы покажут женщины, в 12 часов по московскому времени.